Приветствую. Сегодня мы разбираем материалы, посвященные кораблю SpaceX Starship. Мы заглянем внутрь. Наша задача вот прям понять, как на самом деле будет выглядеть жизнь на борту. И это история о том, как каждая техническая проблема, каждый, буквально взорвавшийся прототип. Итак, давайте разбираться. С чего все начиналось? Первоначальная концепция Starship, она ведь была, невероятно романтичной. Вся верхняя половина ракеты — одно огромное пространство, почти 1000 кубических метров, а в носу гигантское панорамное окно с видом на Землю, на звезды, прямо как в «Звездном пути». Да, эта концепция была на всех ранних рендерах. Но она, скажем так, разбилась о реальность, причем очень быстро, во время первых же испытательных полетов. Помните же эту череду неудачных посадок, когда прототипы взрывались один за другим? Конечно. Инженеры поняли, что проблема в конструкции. И одно из ключевых изменений, которое все исправило, это перемещение посадочных топливных баков. Понятно. То есть первый жестокий компромисс был именно таким. Пожертвовать самым красивым панорамным окном ради того, чтобы просто безопасно приземлиться. Мечта встретилась с физикой. И физика победила. Абсолютно. Но это было только начало. Когда начались уже орбитальные полеты, появился Starship V2, это версия 2025 года. И тут возник такой интересный парадокс. Ракета стала выше на 2 метра снаружи, но жилое пространство внутри сократилось почти вдвое, с 1000 до примерно 500 кубических метров. Опять компромисс. Еще какой. Хорошо. Давайте работать с тем, что есть. 500 кубических метров, чтобы было с чем сравнивать. Объем МКС около 900. Почти вдвое больше? И там постоянно живет 7 человек, а бывало и 13. Так сколько людей можно отправить на Марс в таком объеме? К счастью, нам не нужно гадать. НАСА еще в 2013 году провело большое исследование на эту тему. Они рассчитывали минимально необходимое пространство для долгой миссии, как раз на Марс. Это ведь 2,5 года? Угу. И их вывод. Каждому члену экипажа нужно минимум 25 кубических метров общего пространства. Не личного, а всего объема на человека. Это чтобы представить объем стандартного морского контейнера. Так, простая математика. 500 делим на 25, получаем 20 человек. Это теоретический максимум, чтобы люди, не сошли с ума. Но ведь это пустое пространство. Туда же нужно добавить стены, полы, лестницы. Верно. После установки всего необходимого реальный жилой объем будет еще меньше. Так что экипаж из 6-8 человек там еще можно представить. Но так Марс не колонизировать сотнями людей, как планирует Маск. Проведем экскурсию по этому дому. Снизу вверх. Давай. И начинаем мы с самого низа. Уровень 1. Это негерметичный грузовой отсек и шлюз. По сути, это такой гараж корабля. И вот этот лифт привозит нас на 2-й уровень, где сосредоточен весь вес корабля. Уровень хранилища. То есть все самое тяжелое. Система жизнеобеспечения, баки с водой, еда, отходы. И я так понимаю, расположение всего этого внизу не случайность. Вот прямо над всей этой машинерией и запасами находится 3-й уровень, где экипаж занимается своей биологией. Уровень гигиены и спортзал. И вот тут, судя по материалам, начинаются самые веселые подробности быта. Сразу скажем, горячего душа не будет. Об этом можно забыть. Максимум обтирания влажной губкой. Вода в космосе – это драгоценность. Но что еще важнее – ее переработка. Рециркуляция. Да. Без нее, по расчетам, на экипаж из 10 человек в 900-дневном путешествии пришлось бы взять 27 тонн воды. Это колоссальный вес. А с системой рециркуляции? Как на МКС, всего 3 тонны. И эта система перерабатывает абсолютно все. Пот, влагу из выдыхаемого воздуха и, давай говорить прямо, мочу. Именно. Стандарт МКС – переработка 93-98% всей жидкости на борту. Это значит, что моча собирается, проходит через сложнейшую систему фильтров и дистилляции и возвращается в систему как чистейшая питьевая вода. А твердые отходы? Они обезвоживаются, а извлеченная из них влага также идет в переработку. И источники прямо говорят, что да, астронавты буквально пьют то, что вчера было их же утренним кофе. Таковы правила игры. Так, вот об этом в рекламных брошюрах точно не напишут.
Это, конечно, гениально с инженерной точки зрения, но психологически это серьезное испытание. На которое надо подписываться с открытыми глазами. Что еще на этом уровне? Спортзал? Да, и это не опция, а жизненная необходимость. Минимум 2 часа интенсивных тренировок в день для каждого. Почему так строго? В невесомости мышцы атрофируются, а кости теряют плотность с ужасающей скоростью. Без тренировок через 8 месяцев астронавты прибудут на Марс инвалидами, просто не смогут стоять на ногах. Так что беговая дорожка и тренажеры – это их главные союзники. Итак, прошли гараж, кладовку и санузел со спортзалом. Поднимаемся выше на 4-й уровень. Жилые каюты. Вот здесь должно быть просторно, если мы говорим о будущей версии V3. В версии V3 под жилую палубу отводится около 600 кубических метров. Это действительно много. Для наглядности это сопоставимо с площадью большого загородного дома. Где-то 220 квадратных метров. 220 квадратов – это солидно, но как туда уместить 24 человека, чтобы они не чувствовали себя как в плацкартном вагоне почти 3 года? Вот это и есть ключевой вопрос. Расчеты НАСА показывают, что в таком доме можно разместить как раз до 24 человек, соблюдая тот самый минимум. И, судя по всему, SpaceX решают эту проблему в своем стиле. Эффективно и без сантиментов. Точно. Они разрабатывают двухъярусные спальные капсулы, которые позволяют очень компактно разместить 20 кроватей на одной этой палубе. Так что о личных просторных каютах речи не идет. Скорее, это похоже на очень продвинутый высокотехнологичный хостел. Понятно. 5-й уровень – кухня-столовая. Здесь, я так понимаю, тоже все максимально функционально. Абсолютно. Готовки в привычном нам смысле нет. В основном регидрация сублимированных продуктов. Добавил воды, обед готов. Никакой романтики. Но есть надежда на небольшую гидропонную теплицу. Возможность иногда съесть лист свежего салата – это не столько про питание, сколько про психологическую разгрузку, напоминание о доме. Поднимаемся еще выше. Уровень 6. Зона отдыха. Это, пожалуй, самая важная палуба для ментального здоровья. Здесь нужно бороться с клаустрофобией. Диаметр ракеты 9 метров, так что можно создать открытое пространство, поставить большие окна, большие экраны для фильмов. Забавная деталь – во время полета в невесомости мебель здесь практически не нужна. Экипаж может просто парить. Но как только корабль сядет на Марс и появится гравитация, здесь должны будут появиться диваны, кресла, чтобы 20 человек могли комфортно разместиться. И сразу вопрос. Как заставить 20 человек договориться, какой фильм смотреть? Думаю, решение очевидно. Персональные развлекательные системы. Скорее всего, VR-гарнитуры станут главным способом эскапизма для первых колонистов. Палуба 7 – рабочая зона. И это не менее важно, чем отдых. Экипаж проведет в замкнутом пространстве почти 3 года. Самый большой враг в такой ситуации – это скука и безделье. Как говорится, праздный мозг – мастерская дьявола. В условиях изоляции это становится прямой угрозой для миссии. На эту тему в одном из источников есть довольно мрачная шутка. Мы пока не знаем, что будем делать с людьми, которые сойдут с ума, но, возможно, нам придется высадить вас в космос, так что лучше оставайтесь занятыми. Суровый стимул. И вот мы на самом верху. Уровень 8. Летная палуба. Мостик, как в «Звездном пути». Центр управления кораблем. И именно здесь экипаж будет пристегнут во время взлета и посадки. И это возвращает нас к самому началу разговора. Да. Причина, по которой мостик наверху, та же самая, по которой исчезло окно. Во время посадки, когда низ корабля раскачивается, экипаж должен быть в самой стабильной точке наверху, у оси вращения. Круг замкнулся. Вся конструкция продиктована этим финальным критическим маневром. Так что же все это значит? Путешествие на Марс на борту Starship — это не красивая фантастика. Это, по сути, триумф инженерного компромисса. Каждый элемент, от расположения баков до отсутствия душа — это результат жестокого выбора в пользу выживания. Абсолютно. Гигантские окна принесли в жертву стабильной посадки, личный комфорт, эффективности систем жизнеобеспечения, простор грузоподъемности. Starship — это не просто транспорт. Это самодостаточная среда обитания. Технологический Ноев ковчег, в котором нет ничего лишнего. Реальность межпланетных путешествий – это переработанная вода, тесные каюты и бесконечная работа, чтобы сохранить рассудок.
Это суровая цена за то, чтобы человечество стало межпланетным видом. И в завершение мысль для размышления. После успешной посадки Starship станет первой постоянной базой на Марсе. И, согласно источникам, контракт экипажа, скорее всего, будет обязывать их немедленно приступить к строительству Марс-Сити. Только вдумайтесь, эти 20 человек, самые изолированные люди в истории, после почти 3 лет в металлической трубе, должны выйти на поверхность враждебной планеты и начать с нуля строить новый мир. Каким будет их первый день? И что произойдет, когда дверь этого дома, который был для них и тюрьмой, и спасением, наконец откроются? Но это, как говорится, уже совсем другая история.